Добрый день, друзья! Сегодня я покажу вам свое новое направление деятельности. Это изготовление светильников или основы для абажура, то есть настольной лампы. В качестве базы я использую емкость из-под стирального порошка «Ласка», удаляю все этикеточки и делаю вот такой вырез, довольно-таки большой, для того, чтобы туда пролез патрон. Фиксирую патрон в горлышке. Для этого также нужно отрезать верхнюю часть, но не до конца. А сам провод я провела через вот такую маленькую дырочку. Ее можно сделать либо с боковой части, либо с задней части. Это уже как вам будет удобно. Просунула провод с выключателем, с вилкой для розетки и соединила его с патроном. И только после этого я приступаю к дальнейшим действиям. Так как емкость довольно-таки легкая, она из пластика, для того, чтобы светильник был очень устойчивым, я решила залить небольшое количество гипсового раствора на самое дно. Здесь вы можете видеть, какой уровень у меня получился жидкости, где-то 200-300 мл. Заливаю я через дырочку, которую я организовала. И после того, когда раствор засохнет, можно работать уже через полчаса, можно через час. Необходимо с помощью паяльника, любого горячего предмета, запаять наше отверстие. Пластик легко плавится и тем самым соединяется между собой. Но если у вас нет паяльника под рукой, то вы можете заделать эту дырочку с помощью гипсового бинта. И вот такой послеоперационный шов у нас отличный, ровненький остался. И дальше приступаем к накладыванию массы папье-маше для того, чтобы сделать основную нашу форму. Я уже неоднократно рассказывала, из чего я делаю массу папье-маше и как я это делаю, поэтому останавливаться не буду, просто приведу вам рецепт массы. При накладывании массы папье-маше необходимо соблюдать равномерную толщину слоя массы. Мне привычно работать руками. С помощью рук я хорошо ощущаю толщину слоя и могу легко его разровнять. При необходимости, если он начнет отваливаться, то я сразу же зафиксирую. Но есть вот такой способ, когда небольшое количество массы папье-маше раскатывается на клееночки и с помощью нее переводится на основу. Слой получается очень равномерным и ровным. Но мне почему-то такой вариант не понравился, и я продолжаю работать с помощью рук. На что хотела еще обратить ваше внимание. Все наборы патронов, они продаются с одним колечком. И это же самое колечко должно фиксировать абажур. Но в нашем случае этим колечком мы зафиксировали сам патрон к нашей базе, к нашей основе. Поэтому имейте в виду, что для того, чтобы закрепить абажур, вам понадобится еще одно дополнительное кольцо. С этим проблем нет, в строительных магазинах они продаются, стоимость их 19 рублей, но зато вот я зафиксировала кольцо, заделала его массой папье-маше, и у меня получился очень ровный, равномерный край. Таким образом проходимся по всей поверхности и накладываем равномерный слой массы папье-маше. Аккуратно разглаживаем с помощью пальчиков, смоченных водой, или с помощью мастихина. Мастихин очень хорошо разглаживает поверхность и убирает комочки и бугорки. Особое внимание уделите ручке. Я положила туда слой немножечко толще, чем обычно. Как вы видите, я нарисовала несколько эскизов моих будущих светильничков и выбрала один с цветочками, потому что пока еще есть цветочки, надо этим пользоваться. И надеюсь, лампа получится очень красивой. С помощью простого карандаша я размечаю на поверхности, где у меня будет проходить зона лица, а где будут располагаться цветы. Не обращайте внимания, что у меня треснула масса папье-маше. Когда я буду приступать к формированию носа и губ, это все заделается той же самой массой. И далее с помощью малярного скотча делаю отбивку этих зон. При работе со шпатлевкой, если вы не хотите, чтобы шпатлевка попала в какую-нибудь часть вашего полотна, то можно использовать легко малярный скотч. Он легко убирается при условии, что если шпатлевка еще не высохла, и тогда вы получите очень ровный, четкий край. Как только вы нанесли и разделили зоны с помощью малярного скотча, самое время замешать раствор гипсовой шпатлевки. Самое главное, на что надо уделять внимание при замешивании: шпатлевка добавляется в воду, а не наоборот. Замешивать надо довольно-таки густой раствор, чтобы в нем очень хорошо отпечатались цветы и они были четкие, не расползались. Поэтому ложка должна стоять
Я также уделяю особое внимание во всех своих видео и рассказываю этот момент. Когда вы нанесли шпатлевку равномерным слоем, распределили ее по поверхности, разгладили с помощью пальчиков и воды, только в этом случае можно приступать к следующему этапу и красиво создавать композицию из цветочков, листиков и всего чего угодно, что есть у вас под рукой. Это могут быть любые предметы, которые вы захотите отпечатать. Это также может быть любая красивая ажурная салфеточка. В общем, все, что дает красивый оттиск, вы можете отпечатать и применить сюда вашу фантазию. Моя работа со шпатлевкой проходила в 2 этапа. Сначала я сделала узор на лицевой стороне, дала полностью высохнуть, зашкурила и загрунтовала, потому что не хочу возиться в пыли. И далее нанесла шпатлевку и сделала узор из цветов и листьев на оборотной стороне. То есть вся работа у меня проходила в 2 этапа. Сначала лицо, затем оборотная сторона. Если у вас есть достаточно навыка, вы можете уложиться и сделать все за один прием, но тогда надо работать вертикально. Вертикально не очень удобно создавать оттиски и крутить сам предмет, поэтому я это все делала поэтапно. На этом видео вы видите, как я уже зашкуриваю заднюю поверхность. Шкурку я использую нескольких размеров. Сначала прохожусь самой грубой, и затем потихонечку уменьшаю зернистость и заглаживаю некоторые места до идеального состояния. Особое внимание я уделила соединению между лицевой и задней частью. Шов, которым соединены 2 поверхности, я попыталась сгладить до одинакового равномерного состояния, чтобы при окрашивании этот шов был абсолютно не виден. Вот так шов выглядит до того момента, когда я начала его шлифовать. Он выпуклый. И сейчас я буду его зашкуривать до идеально ровного состояния, по крайней мере, насколько это получится. Также я пытаюсь свести на нет шпатлевку в месте, где ручка, чтобы потом при накладывании слоя, который будет соединять лицо с узором, было все ровно и аккуратно. Ну и немножечко покажу вам свою атмосферу, в которой я работаю. Это наш уличный кот Черныш наслаждается последним осенним солнышком. Сейчас я перехожу к этапу шлифовки уже готового лица. Здесь процесс очень простой, я уже не один раз показывала его в видео, как накладывается дополнительная масса поверх массы папье-маше. Дальше она просушивается и накладывается сверху слой шпатлевки. Вы можете посмотреть это в моем видеоролике, когда я создавала вазочки. И сейчас я не хочу на этом останавливаться. Вы можете сделать абсолютно любой узор, который вы захотите с помощью массы. Это может быть любое лицо, женское, мужское, в зависимости от того, насколько хорошо вы владеете техникой лепки. На мой взгляд, самое главное сдать последовательность, что необходимо делать. Итак, я повторю основные шаги. После того, когда мы наложили массу папье-маше, мы даем ей высохнуть. После того, как она высохла, мы можем либо сразу приступать к декорированию, если нас все устраивает, либо покрываем ее шпатлевкой для дополнительного укрепления. После того, как шпатлевка высохла, необходимо ее зашкурить. И дальше, чтобы ее обеспылить и также закрепить, ее необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Ну а дальше вы можете приступать к декорированию. Здесь у меня декор очень простой. Я покрыла золотой аэрозольной краской и дала ей высохнуть. Последним завершающим этапом это чернение. Если вы видели мой видеоролик с зеркалом, мне кажется, зеркало получилось прекрасное. Я сделала таких уже 2, потому что оно очень понравилось всем моим близким. Я решила повторить и сделать дополнительный декор в пару. Это вот этот светильничек, поэтому я здесь применяю точно такую же технику. После того, как вы покрыли аэрозольной краской, дали ей высохнуть буквально минут 15-20, можно приступать к чернению. Вы берете небольшое количество черной акриловой краски или черного колера строительного, разводите водичкой до жидкого состояния и с помощью кисти наносите на поверхность. Здесь я обезвредила, так скажем, часть лица
малярным строительным скотчем, чтобы лишняя черная водичка не затекала в те места, где ее быть не должно. А всю остальную поверхность я покрываю раствором из черной краски. Так как краска жидкая, она затекает именно в те места, где есть углубление. И после того, когда вы покроете всю поверхность, берете небольшую тряпочку, ветошь и стираете излишки краски с поверхности. И краска остается только в тех местах, куда она смогла затечь, то есть места узоров. Если узор оказался неглубокий, то тряпочка легко может стереть его с поверхности полностью, поэтому можете пройтись второй или третий раз и хорошенечко подождать, чтобы краска зафиксировалась, и потом уже стереть. Но надолго оставлять все-таки нежелательно. Также нежелательно надолго оставлять и малярный скотч. Его необходимо снять сразу после того, как вы закончили стирать излишки краски. Здесь у меня все равно капельки прорвались на поверхность лица, я их быстро удалила. К счастью, они не успели засохнуть. Ну а теперь необходимо дождаться полного высыхания краски и покрыть светильник защитным акриловым лаком. Смотрим, что получилось. Ну и не забывайте, если вам было полезно это видео или оно вам просто понравилось, оставляйте свои комментарии, делитесь мнением и, конечно же, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. I could stay